Всем привет! Это Буровиды с Настей. В сегодняшнем видео я хочу поговорить о ценах на продукты и некоторые товары в Коста-Рике. Всех, кто собирается путешествовать или переезжать в другую страну, в первую очередь наверняка интересует стоимость жизни в этой стране. И мы в свое время тоже искали информацию о ценах в Коста-Рике, которой, кстати, на тот момент было очень мало, сейчас намного больше. Мы же знали только, что Коста-Рика – самая дорогая страна Центральной Америки. Так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, мы сегодня прогуляемся по магазинам Сан-Хосе, столицы Коста-Рики. Сначала пойдем за продуктами. Вот два магазина, они стоят рядом – Mas por Menos и Dos Pinos. Сначала зайдем в Dos Pinos. Этот магазин напоминает оптовый. Ассортимент тут небольшой, но цены очень низкие. Чтобы получить приблизительно цены в рублях, делим на 10, а в долларах делим на 550. Здесь можно купить рис, макароны, муку, сахар. А фрукты и овощи тут вообще почти самые дешевые. Почему почти? Потому что самые дешевые у уличных продавцов-нелегалов, но у них покупать не рекомендуется. Почему не рекомендуется? Потому что костариканские полицейские утверждают, что вместе с виноградом и цветной капустой вам могут подкинуть сильнодействующие наркотические вещества. И хотя с нами такого никогда не случалось, несмотря на то, что мы часто покупали овощи и фрукты на улице, давайте лучше вернемся в магазины и сравним цены в соседнем Mas por Menos. Смотрите, бананы почти в 2 раза дороже, а ананасы в целых 6 раз. Но ассортимент в Mas por Menos в разы больше. Здесь можно купить почти все, что душе угодно. Почему почти? Только потому, что некоторые продукты вообще отсутствуют в Коста-Рике. Но в основном все, что вы не нашли в Dos Pinos, можно найти рядом, в Mas por Menos.
Здесь, кстати, всегда продается много чего со скидками. Просто ищите вот такие надписи «Рибаха». Супермаркеты, подобные Dos Pinos и Más por Menos, бывают не во всех крупных населенных пунктах Коста-Рики. Но практически везде вы встретите Поли. Магазины этой самой крупной костариканской сети бывают разными по величине и по ассортименту, но цены там одинаково привлекательные, хотя и повыше, чем в Dos Pinos'е. В любом случае, Поли – это настоящая палочка-выручалочка Коста-Рики, благодаря которой, как мне кажется, ценник держится на определенном уровне. Ведь маленькие магазинчики устанавливают порой нереально высокие цены на товары, причем чем дальше в лес, тем дороже. Хотя частные лавочки тоже, конечно, бывают очень разные. Например, самый дешевый хлеб, который мы покупали в Коста-Рике, был в нашем местном очень маленьком деревенском магазинчике. Стоил он около 600 колон и был очень похож на наш российский. В то время как в супермаркетах хлеб больше напоминает сдобные булки, и цена от 1500 колон и выше, аж до 7000. Иногда можно наткнуться вдруг на частный магазинчик, в котором будет низкая цена на определенный товар, на мясо, рыбу, сыр, но при этом все остальное обязательно будет недешевое. Поэтому, чтобы реально сэкономить, придется посетить несколько торговых точек. Кстати, если в магазинах нет ценников, будьте готовы к тому, что вам, как туристу, всегда назовут цену больше, чем местному. Даже если он вот только что стоял перед вами, покупал задешево, и вы это видели. Многие советуют покупать продукты на рынках и фериях. Они здесь от местных производителей прямо с грядки. Но я бы не сказала, что это дешево, уже потому, что там нет ценников. Кроме того, продавцы сами должны платить за аренду торгового места от 3 до 7 тысяч колон. Можно, конечно, поторговаться, но нам, как туристам, цену особо не скидывали. Зато там можно найти некоторые уникальные продукты, например, соленую рыбу. А однажды на ферии мы даже купили укроп, которого обычно нет в продаже. Если вы не хотите готовить сами и привыкли питаться в ресторанах, то в Коста-Рике вас всегда накормят, причем очень сытно и вкусно. Только цены, опять же, будут разные. Например, в знаменитом патио на Авениде Централь Касадо Типико вам предложит за 8500 колон. Но метров через 50 предлагают это же блюдо за 2500. Здесь же недалеко можно купить огромный кусок пиццы за 1500 колон, а рядом за 1300. Но Pizza Hut предлагает кусок поменьше за 3000 колон по акции. Справедливости ради можно отметить, что пицца там вкуснее.
Но в нашей любимой пиццерии, где мы всегда покупали пиццу за милю, все тоже было очень вкусно. Кстати, в магазине Mas por Menos есть кафешка, в которой за 1300 колон вас накормят обалденным крем-супом из морепродуктов. Креветки, осьминоги, улитки, кальмары, мидии накладывают там буквально с горкой. Это самый вкусный сопа де марискас, который мы ели в Коста-Рике. И не важно, что подают его в одноразовой посуде. А макароны с мясом в соусе из овощей, правда тоже на пластиковых тарелках, стоят здесь всего 800 колон и тоже очень вкусно. Но мы все-таки в основном готовили дома. И поэтому нам нужна была электроплитка. Обычная, одноконфорочная. Так вот, в магазине Монхи мы нашли такую плитку за 12 тысяч колон. В маленьком магазинчике Электростар, практически напротив Монхи, точно такая же плитка стоит 9 тысяч колон. В китайском магазине ее можно купить за 5 тысяч колон, а на улице за 4 тысячи. Причем качество этих плиток ничем не отличается. Все они имеют гарантию полгода, потом у них ломается терморегулятор, и они приходят в негодность. Или, например, однажды для путешествий по Коста-Рике мы купили туристическую палатку в Walmart за 7300, а потом в Плазе Универсаль на Авениде Централь в Сан-Хосе увидели палатки, самая маленькая из которых стоила 43 тысячи колон. Может быть, они, конечно, отличаются по качеству, но не настолько же. Из одежды и обуви мы ничего не покупали в Коста-Рике. Нам хватило того, что привезли с собой. Но ситуация с этими товарами в стране точно такая же, как и везде в мире. Если вам нужны бренды, идите в престижные магазины, и вы найдете там кроссовки Nike за 60 тысяч колон или купальники от Victoria's Secret за 70 тысяч. А если вам просто побегать и искупаться, зайдите в магазин рядом и найдете там китайские подделки за 5000 колон. Недорогие вещи можно также поискать в местном секонд-хенде, который называется здесь Ропа Американо. Еще хотелось бы упомянуть о скидках. В Коста-Рике они бывают очень существенными, до 75%, и это не обман. Ну и, конечно, во всех супермаркетах, о которых я упомянула, можно найти разные мелочи, без которых никуда. А еще есть небольшие магазинчики, все по 500, все по 1000 или по 2000. И там тоже можно найти разные полезные штучки для дома и не только. Вот такие цены в Коста-Рике. Как видите, они очень разные. И затраты на все скорее зависят от ваших доходов. Если вы можете позволить себе тратить $1000 в месяц на еду, то у вас это легко получится. А если питаться только местными овощами и фруктами, то, наверное, хватит и $100. Например, мы приехали в Коста-Рику с небольшой суммой денег и первое время старались жить экономно. Но все равно на еду уходило по $300-400 в месяц просто потому, что мы не знали местных магазинов. Когда у нас заморозили российскую банковскую карту и мы остались совсем без средств, мы вообще за 2 недели на продукты потратили $50. Фрукты мы тогда не покупали, а собирали. Когда нашли способ заработка в Коста-Рике, затраты на еду опять выросли до 300. Ну а когда настроили удаленный бизнес, мы
Мы уже знали, что где почем. У нас появились любимые магазины и знакомые продавцы, которые не завышали нам цену, а наоборот, делали скидки. И мы тратили на еду на двоих в среднем $200–250 в месяц. При этом покупали все, что нужно – мясо, рыбу, сыр, фрукты и овощи. Правда, готовили почти всегда сами. В кафешках бывали только пару раз в месяц. То же самое касается и затрат на другие товары. Главное – знать, где их покупать. Костариканцы, например, частенько за какими-то крупными вещами вообще в Панаму ездят, чтобы существенно сэкономить. В следующих видео я еще буду говорить о ценах на товары и услуги в Коста-Рике. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пура вида!